Друзья мои, уже ночь, в принципе, зимой рано темнеет. У кого вечер, я считаю, что уже ночное время настало. Итак, сегодня с вами будем проводить необычные ясновидения. Объясню, как это происходит, каким образом и так далее. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, всех приветствую. Подождите, я сейчас исправлю, чтобы сделать получше. Угу. Сегодня и алтарь необычный, и разговор необычный. У нас с вами общение. Я в последнее время... Здравствуйте, Елитка. Рано вас тоже приветствую. Да. Всех вижу. Здравствуйте. Поскольку сегодня нашла время вам отвечать. Вы знаете, в последнее время, особенно перед Новым годом, вообще перед праздниками, бывает завал. И, конечно, я очень устаю. Я хотела вам на днях подарить еще ритуалы определенные. Но вы знаете, мне кажется, что я столько вам подарила и уже все каналы показала, где что можно найти. Я думаю, что вполне можете найти на полжизни вам хватит. Ну, в любом случае. Так. Ошун, да. Это такой браслет культа Вуду. Здесь все камни всех божеств и их знаки. Поэтому я решила повесить на нее. Тем более, что она у нас богиня красоты и любви. И очень любит прихорашиваться. Это африканская Венера, если кто не знает. Всех приветствую, друзья мои. Давайте для начала скажу, что я особо в детали подаваться не буду про Вуду, потому что я думаю, что вам, знаете, столько знать и нет необходимости, потому что вы же не изучаете магию Вуду так поверхностно. Конечно, я вам скажу, объясню, как что будет происходить. Вообще Вуду – это религия, я уже говорила. Но есть определенная стезя магии, который исходит именно из культа Вуду. Писуй внедрился. Писуй день и ночь не спит и сидит и вычитывает там, смотрит, что я буду проводить, что я буду делать, бедный Писуй. Но когда самому не дано, хоть обосрать чужой труд-то можно, что делать? Да. Я даже не смотрела, надо посмотреть, что он там несет, ахинею. Ну да. Мне интересно, как они вообще объясняют тогда мои ясновидения, то, что людям я объясняю, что у людей вообще происходит, какая обстановка, какие обои, какой район и прочее. Как Писуй это объясняет. Не стоит смотреть, ну и не посмотреть. Как Писуй объясняет просто Яна вот эту всю ситуацию. Проплаченные люди, да, все 500 человек. Ну, значит, я богатая женщина, раз могу всем 500 людям оплатить. За сколько же они готовы тут выступить, интересно знать. Смехопанорама. Но одержимые станем? Ага. Ну да, сейчас будем прыгать, разденемся догола, как в том фильме. Будем прыгать вокруг костра. Здравствуйте, Сурен. Знаете, что я вам скажу? Добрый вечер, Алекс. Писуй, Мисуй, не знаю, кто они там такие вообще, эти существа. Писуй-то там, бедненький, крадет глифы чужие, за свои выдает. Вообще, честно, много внимания вот этим червям. Ну, раз уж он так захотел, ну как им все равно? Им не все равно, им очень даже не все равно. Вон уже Виктанчик превратил свой форум в говногруппу и в помойку. Он не понимает, насколько опасно вообще привлекать и приближать этих существ, потому что они так обосрут, привет, Натали, что там уже зайти неохота, понимаете, в чем дело? Ну, если он так хочет, чтобы его форум превратился в мусорку, без проблем. Они давно ждали, когда же они вылезут на YouTube, потому что давно уже тявкали в группе, никому не интересны были, решили хоть где-нибудь как-то оторваться. Вот. Бедняга Виктан, наверное, надеется на их помощь.
Пусть надеется, раз уж не на кого больше надеяться. Друзья мои, дело в том, что эта религия и вера в духов настолько сильна у африканских народов, что она просто перенеслась не просто на, скажем так, католическую веру, да, потому что это специфический католицизм, если так посмотреть. Днем ходят с черепами, здравствуйте, Анна, вечером идут, молятся в церкви и прочее. Кроме того, боги Вуду взяли себе маску христианскую, то есть им присвоили определенную маску. Что такое маска? Это такая, знаете, это то, за чем они скрывались. То есть, если под страхом смерти было запрещено обращаться к силам и к своим богам, вообще представьте, да, мы говорим, почему не любят белую расу, а за что нас любить-то? Смотрите, что делали мы на протяжении веков с этими бедными расами. Да? И индийцев истребили, аборигенов там вообще вытеснили черти куда. Индия была колонией Европы, Африку вообще мы поработили и прочее, прочее. Ничего хорошего мы не сделали, это белая раса. Поэтому нас не любят. Так вот, для того, чтобы скрыть, поскольку это только могло сохранить людям жизнь, они, называя, скажем, созывая Богоматерь, да, Марию, Святую Деву, на самом деле звали Ошу. Святого Патрика они вызывали Легбу, потому что считали, что Святой Патрик держит ключ от неба и так далее. Потом, через некоторое время, это переделалось в Сантерию. Сантерия – это такая смесь, знаете, вуду с католицизмом, и основное количество вот ритуалов и заговоров вуду, которые есть, это как раз Сантерия, креольский язык. Но есть, скажем, язык Масая Мара, есть язык бушменов, тоже связано с вуду, с культом вуду. Значит, есть Ошала, это у нас боги, божества. Есть верховные божества, есть более такие с низкими функциями. Есть Лоа, духи. Духи, всесильные духи, которые соединяют человека. Какой учится? Яна, чтобы оценить профессионала, надо самому быть человеком. Чтобы оценить достоинство другого человека, надо самому обладать этим достоинством. Как может оценить, скажем, ну, я даже не знаю, там, Чабан профессора, да, как может он оценить его знания, если он всю жизнь пас баранов? Вот то же самое. У этих людей, кроме зависти, кроме дерьма, ничего нет. Ну, вот вы посмотрите просто, сколько дерьма они выливают в день ведрами. Я просто не вижу у них как-то вот, как бы сказать, ни работы, ничего. Ну, докажите свой ум. Здравствуйте, Виктория. Докажите свою силу работами. Согласны со мной? Человек должен доказывать по своим работам, по плодам их, и узнаете их, собственно говоря. Их плоды – это говно. Извините, конечно, за выражение, но это так и есть. Ирина, здравствуйте. А с чем поздравили? Ну, африканцев-то приняли в Европе. Сейчас это же другие времена. Не сравнивайте. Тогда их возили на галерах, как рабов. Сейчас-то приняли. Ну, Европа... Понимаете как? Европа сама залезла туда, уничтожила гнездо этих людей. А естественно, что теперь у них ненавистное отношение, то есть вот такое наглое отношение, мол, вы наш дом разрушили, а мы ваш разрушим. Ну, этим африканцам, которые сейчас там, вы же не объясните, например, кто такой Виктор Гюго, кто такой там Дюма, кто такие великие художники, Рафаэль и прочее, прочее. Для них вы враги, люди, которые залезли как бы в их дом, да? Они жили нормально, по сути, если честно. И никакой демократии никто не нес. Это просто политика для того, чтобы отмывать деньги, для того, чтобы бесплатно грабить Восток, собственно говоря. Под тенью сабель, да? Ограбленный Восток, уничтоженные дома. Естественно, они сейчас пришли туда и мстят европейцам. Да, свои еще как свои. Более чем свои.
Но если бы они попробовали, например, на Кавказе так пристать к девушке, да, и так вот ударить ее по лицу посреди улицы, то они бы остались без головы. Они-то знают, с кем как себя вести на самом деле, дорогие люди. Так что, да, что там обращать, Яна, внимание на этих недоразвитых существ. Ну, прет от них зависть, ненависть. Писуй уже анус рвет на 40 частей, но никак не может привлечь внимание. Привет тебе, Писуй. Я знаю, что ты сидишь и смотришь, и все остальные в том числе. Привет, привет. Всей говногруппе. Вот. Они уже не знают от бессилия, что еще делать. Но от того, что он там гадости какие-то снимает про меня, от этого уже у него не прибавилось как бы народу и клиентуры, и никого. Конечно, можно сказать, что я всех подговариваю и оплачиваю, но дело в том, что человек, который мне в личку пишет и получает подробный ответ о своей жизни, да, тот человек точно знает, что я ему не оплатила. Это он мне платит за консультацию, а не наоборот. И он мне платит за работу. Поэтому ему, никак его не убедишь в том, что я ему заплатила за то, чтобы он поверил в меня. Да? Я вам говорила уже 100 раз, что доказывать силу нужно своими работами, делами и прочее. Говорить о том, что сейчас духи Вуду будут всех душить, убивать, и все будут одержимые, это дебилизм, конечно. Мне очень интересно. Да, дух помойки там, по-моему, вообще главенствует, царствует. Их главный Ошун. Ой, Ашала, извиняюсь. Так вот, две направления Вуду. Есть африканское Вуду, это именно вот исконно древний, да, есть сантерийская Вуду. Сантерийская Вуду, она Гамарджибат, Кмадлот, Дзалиан Сасьямумна Хатуна. Так вот, да, говногруппе тоже привет. Как же они сидят, они же наши самые главные поклонники. Куда мы без них? Они меня так зарекламировали, что мама не горюй. Это ж вообще надо. Какой-то вчера написал: ты, Инга, стала известной, только нападая на знаменитых. Мне прям интересно, кто из них знаменитость-то? Писуй знаменитость или кто вообще там знаменитость? Мне Алисиния, что ли, знаменитость? Знаменитости, твою мать. Извините. Так вот, сантерийская Вуду в основном смесь разных традиций. Во-первых, католицизм. Во-вторых, латинь язык, да, есть и... Да, это грузинский был. Испанский язык. Есть немножко смесь английского, но английского очень мало. В основном это испанский язык, сантерийская Вуду. И там все поперемешано, дорогие друзья. Там разные направления, все перемешано. Там с иконами, с крестами можно делать, там можно делать с изображением святых, там можно делать с разными статуями божеств или святых и так далее. Там все поперемешано настолько, что, как вам сказать, разнообразие огромное. Африканская Вуду, она в основном нацелена, она более аскетичная, более как бы построена на примитивных деталях. И если сантерийская Вуду очень любит, обожает разные разновидности деталей, очень много всякого, то африканская Вуду, оно более аскетично. Ну вот у меня есть хороший друг и хороший человек, я думаю, вы знаете ее, да, София Ткач, она из Испании. Вот у нее сантерийская Вуду, вот, судя по ее алтарям, это сантерия. И у человека есть и иконы, есть кресты, есть разновидные там духи, есть разные и прочие детали, очень много разных деталей. Так вот, сантерийское вот направление Вуду, оно такое разнообразное, оно любит сверкающие то монеты, то разные свечи, камни, песок золотой, и это то, и всякое-всякое. Поэтому люди, которые не разбираются в этом всем, да, особенно не очень развитые существа, которые мне там сказали: вот ты про иконы говоришь, а вот твоя подруга Софа там, смотри, иконы выставляет. Так я ж не могу этим отсталым существам объяснить, что это сантерийское Вуду, в котором есть детали, и иконы, и прочее. Я тоже пользуюсь этим всем. Это традиция, это обычаи, это уже налаженная сила магии, которой много тысяч лет. И поэтому вот объясняй ты им, что, товарищи, вы понимаете, что
Да, я понимаю, что вы в говногруппе узнали. Вот так меня и узнают, собственно говоря. Сначала читают, что я сумасшедшая, что я психические отклонения имею и прочее, прочее. Потом, когда заходят, смотрят, понимают, что психическое отклонение как раз у тех, которые это говорят, да. Вот. Так и работает сантерийское вуду, правильно. А вот вуду африканская, она более аскетична, поскольку африканские народы, они всегда то кочевали с одного места на другое, или жили очень скромно весьма, да, хотя природа была очень богата, жили прям на алмазах, но поскольку именно вот, к сожалению, не хватало ни образования, ни знания. Какой фитиль дергаю? Подождите. Внимание на... Которая вякнула тут Инга, фитиль из свечки не дергаешь. Какой фитиль? Где там фитиль-то дергать? А, это шутка была. Я не знаю, какой фитиль можно дергать у вот такой вот свечи. Объясните мне, пожалуйста. Вот где она там дергать можно? Ну, это дебилизм. Человек какую-то хрень несет, честно говоря. Вот черная свеча, да? Вот прямо перед вами. Вот посмотрите. Вот. Где там вообще фитиль дергать и что за хрень вообще несут? Я видела эту хрень. Вот, смотрите. Вот держу одной рукой, да, свечу. Другой рукой поднимаю пламя. Смотрите. Она как съеживается, потом поднимается. Вот теперь равномерно горит. Теперь смотрите дальше опять. Она тянется к руке, да? И я не пойму, где там фитиль надо дергать. Ну, дебилизм просто. Понимаете, как, товарищи, дело в том, что есть такое понятие сила. И эту силу давным-давно уже я доказывала, правда? Поэтому тут уж не знаю, что там они дергают себя за одно место. Сидят и дергают. Пусть дергают дальше. Обращение к духам. Считается, что вообще вера в духов настолько сильна, да, что у них практически сомнений нет. Абсолютно. Вот что они попросят и возьмут. Вот и вы как включаете телевизор, вы знаете, что он сейчас включится и покажет изображение. У народов Африки нет абсолютно ни капли сомнений в том, что духи их слышат и помогают. Так. Как происходит ясновидение через вуду? Никакого подселения, никакого вот этой хрени, одержимости нет на самом деле у простых людей. А что касаемо нас, так у нас подселенец всегда есть, и он всегда присутствует. И вот именно этот подселенец, именно эта сила, которая внутри нас, она и помогает налаживать связь со всеми силами, со всеми духами и силами потустороннего мира. Понимаете, как происходит? Я уже объясняла, как передается сила ведьм. Почему ведьмы, да, не по годам мудры? Эта сила перерождается в ведьме, в его роду, усиливаясь с каждой ведьмой. Если 1000 лет назад мои прабабушки, которые... От всех есть подселение, Валентина. Подселение есть от каждого духа, от каждой силы. Если это делает профессионал, то есть, конечно, подселение, но это не то подселение, которое приводит к одержимости, когда падают в обмороки и начинают дрыгать ногами. Так вот, сила, которая была у моей прапрабабушки, скажем. Вообще, знаете, армян называли нацией магов, если вы не знаете. У армян мог есть маг. Вообще древнее слово мог. Вообще, это в санскрите мог переводится могущественный, тот, который может, кто владеет, да. Ну и в русском словаре слово могу, могучий, могущество и так далее. Так вот, у армян курм, что означает жрец, и мог, что означает маг. Так вот, армяне считались на Востоке нацией магов, хранители огня по-другому еще. Огромные атрушаны или огромные жертвенные огни, которые посвящались богам. Даже Атерпатена, который в данный момент Азербайджан, да, когда-то входила в состав Великой Армении, Атерпатена означает
атер, огонь, патена или пат означает стена, огненная стена. Это была огромная территория, посвященная богам, где горели огненные атрушаны, посвященные богам, вот эти жертвенники огненные. Поэтому издалека оно как бы была схожа очень с огненной стеной, атерпатена. Слово огонь постоянно присутствует. Поэтому у армян вот это внутри, в крови, поклонение огню, через огонь, через духов и прочее, скажем так, тысячелетиями развивалось. Я думаю, что вы не знаете ни одну армянскую семью, где бы вы пили кофе, и вам тут же бы не перевернули чашку и не начали смотреть по кофейной гуще, правда? У нас это есть, у нас это внутри. Просто кому-то больше дано, кому-то меньше. Так вот, теперь про наш род, да? Вот много тысячелетий назад кто-то из моих бабушек или прабабушек и так далее, скорее всего, были жрицы. Скорее всего. Почему? Потому что я как-нибудь проведу вам... Сейчас не буду называть, как будет называться следующий прямой эфир, чтобы Писуй не снял тут же какую-то хрень собачью. Перед этим скажу, за 2 часа, думаю, Писуй успеет снять, ничего страшного. Заранее не хочу поганить просто людям настроение. Но я сниму про это все, детально объясню, как это происходит, вообще касаемо ведьм. Да? Многие узнают очень многое. Иди сюда, Пуся, иди ко мне, иди. Мой Пуся тут бунтует. Обычно перед прямым эфиром у меня дом просто приходит такое, знаете, живое состояние. Некто кто-то бывает тут в разных этих сферах. Звуки, шорохи, и вот Пуся сходит с ума. Так вот, дорогие друзья, насчет, значит, да, снимает, ну пусть снимает, что хочет, плевать на него. Тысячелетия назад в роду была колдунья или жрица. Когда она умерла, эта сила, подселенная внутри этого человека, которая вместе с этим человеком развивалась, узнавала, через того подселенца, который находится в ведьме, ведьмы видят потусторонний мир. Те люди, которым вообще не дано ничего, да, но которые играют в магию якобы, они часто говорят о нашей психической неадекватности. Я объясню почему. Потому что такие вещи, которые даны нам, настолько непонятны, невероятны, что они не знают, как это объяснить. Кроме как, вот такой ерундой. Ну, например, когда пытались объяснить феномен Ванги, говорили, что это спецслужбы. Ей предоставляют определенную информацию, потому что человек необразованный, да, необразованная крестьянка, никак не могла, здравствуй, Анюта, никак не могла столько видеть и знать. Не хотели они понимать, что есть понятие сила. Не хотят люди, хотят все объяснить как-то по-своему. Так вот эта сила вышла с моей прапрабабушки и переродилась вместе с моей следующей бабушкой. Вместе с ее жизненным опытом, вместе с тем, что она перенесла, пережила. Эта сила вышла из нее, переселилась в следующую ведьму и так далее. И дошла до меня. Именно поэтому, может быть, вот эти подсознательные знания, эти необычные вещи, сны, это ясновидение и так далее, это все закрепленные тысячелетиями сила, которая от одной ведьмы переходит к другой ведьме. Это подселенец. Так вот, простой человек не может иметь связь с духами. С духами имеет связь та сила, которая внутри ведьмы находится. Потому что я уже объясняла, что ведьма не совсем человек. Хоть мои враги подхватывают это точно так же, говорят, якобы это их идея, да, но на самом деле я объясняла, если помните, есть там у меня ролик, где детально объясняется. Ролик называется «Ведьма не человек, ведьма сущность». Она, это то, понимаете, как это как пространство, как тело, да, грубо говоря, через которое сила имеет доступ в наш мир и туда, как мост соединяющий. И вот внутри находящаяся эта сила, этот дух, этот подселенец, который на самом деле родовая сила и называется, это и есть родовая сила. Дорогие друзья, это и есть родовая сила, которая переходит от одной ведьмы к другой. Слышали, да, передача силы? То за руку держит, умирая ведьму, то, кстати, моя прабабушка очень любила, когда ей там
играла во врача, в общем, пеленала руку, она меня очень сильно любила. И когда умерла, я помню, как мне это передалось. Мне это передалось физически просто. И кто бы что ни говорил, я это ощутила настолько сильно, что меня переубедить просто невозможно. Я вам скажу, как это произошло. Я была в 3 классе, когда умерла моя прабабушка, отцова бабушка. Я сидела, мы писали, по-моему, диктант, что-то в этом роде. Да, что-то сейчас смутно помню. И я помню, что с воздуха, с потолка упал огромный шар, сверкающий. Вот когда сейчас снимают голливудские режиссеры, вот этот шар, да, который они направляют друг на друга, сила. Просто они где-то это слышали, вычитали, потому что у многих ведьм одинаковая история передач силы. Вот этот огромный шар, я помню, что упал мне на голову. И я помню, что я просто, ну, как бы вскочила, я испугалась. Но я ничего не почувствовала. Он как растворился у меня в голове. То есть он упал на меня, но я ничего не поняла, как он, куда оно делось. Я вскрикнула. Мне сделали замечание. Я после этого помню, что у меня были видения. Я пришла домой и узнала, что моя прабабушка умерла. Было очень много видений, друзья мои, очень много странностей, и мои одноклассники до сих пор. Жаль, что я как-нибудь, может, попрошу, кого-нибудь уговорю. Об этом они не очень любят говорить, распространяться. Но я помню, как в школе начали уже на меня косо поглядывать. Меня вообще-то моя кликуха детская была черная кошка. Потому что если я что-то сказала, что не будет, этого не происходило. Вот я сказала, что мы не пойдем в поход. Вот, ты накликала. А я не накликала, я просто увидела, что этого не будет. И вот мои одноклассники помнят еще с тех пор эту странную девочку. И я уже вам, по-моему, говорила о том, что я начала предсказывать вообще непонятно почему, как. И поскольку моя мама была зауч школы, а бабушка была классный руководитель, то, конечно, они мне все время тащили меня в кабинет и читали мне мораль, марксизм и ленинизм. Вот, после этого я долгое время молчала, не отвечала на вопросы, потом, хочешь не хочешь, поневоле это будет выходить. Когда началась грузино-абхазская война, я помню, сколько людей к нам приходили. Просто несколько раз я сказала, что случилось, понимаете? Вот никуда ты не денешься. Люди друг другу передают, даже если ты не хочешь этого. Вот, понимаете как, дорогие друзья, на самом деле мошенничество, шарлатанство, вот, шаромыкство и так далее, вот эта вот игра, да, вот эти все великие там выходы, шабыши, не знаю чего, куриц там тащат по горам, показывают, что-то там читают, чертят и какую-то хрень делают. Вот эти все латуневые кресты тамплиеров, которые непонятно, то крест тамплиеров, то Дракула и прочее, прочее. Лишь бы, ну, побольше было, чтобы вам в глаза пыль пустить, что там много чего интересного. Если тянет в магию, идти и принять холодный душ, и сразу отпустит. Так вот, о чем я? Да. О том, что шаромыги, они поднимаются быстро. Пока у них есть деньги и раскрутка, о них будут говорить и показывать будут. Когда деньги и раскрутка начинает спадать, начинает успокаиваться, да, это дело, спонсоры уходят, все потухает. Ну, посмотрите на великих магуев, там, скажем, год назад, да, или накрученных после вот этих битвы экстрасенсов, великих колдунов. Где они сейчас? Их нет. Раскрутка закончилась, все, они потухли, они ушли. Но настоящие поднимаются очень, как вам сказать, очень долго. Все настоящие, которые меня сейчас смотрят, знают, как это тяжко подниматься. Они готовы поменяться с любым человеком на простую их жизнь. Настолько им не просто и нелегко просто подняться вот туда. И ничего веселого-то там нету, никакой романтики на самом деле. Но мы понимаем, что если мы этого делать не будем, они отберут у нас ребенка, они отберут у нас, как вам сказать, родных. Они нас кинут в такие дебри, они такое с нами сделают, что мы волей-неволей вернемся обратно. Поэтому, дорогие друзья, что касаемо подселенца, вот я так хорошо вот это все объясняю, почему, чтобы вы поняли, без подселенца ведьма не ведьма. Она всего лишь тело для подселения. Она даже после смерти будет охранять свой род, она будет учить своих внуков,
внуков и правнуков, как меня учит моя бабушка, скажем, да, ей подсознательно будут давать всякое и нужное, полезное, сильное, и вот она всю жизнь будет служить этим силам. Перестанет служить, горе ей. Она в такую и нищету, и в такие болезни, и операция за операцией, и такое будет с ней происходить, что не позавидует никто. А что касаемо вот этих червей, которые вокруг нас крутятся, это тоже нам наказание от силы за то, что мы пускаем слишком близко людей, что мы слишком много добра делаем, а мы должны равновесие вести, понимаете? Мы должны время от времени наказывать и делать больно и так далее. Они нам даются для тренировок. Через некоторое время ты смотришь, они там исчезли, что-то с ними стало. Ну, по сути, у них жизнь уже не жизнь, если честно. Я не вижу там жизни. Если люди сутками сидят, льют дерьмо, ну представьте, насколько у них омерзительное существование. Вот просто. Все, на этом закончим. А теперь начнем дальше, да, вступительная часть мы поговорили. Что будет? Да, великий чистильщик – это не то слово. Она для этого и пришла. Те, которые говорят, что делают только доброе дело, они лицемеры, дорогие друзья. Лицемеры. Ну, грош цена ведьме, которая сильна, может почистить и вытащить из смертного одра, но не может отомстить за себя. Ну, грош цена, скажите мне. Те, которые говорят, что этого делать нельзя, они просто не умеют, делать не могут, у них силы нету. Вот и все. Чего по ящику слышала, я ничего не поняла. Вы кто вообще? Про какой ящик? О чем? Так вот, дорогие друзья, сейчас вот уберу эти лишние детали и начнем с вами. Так. Что значит ясновидение через духа Вуду? Ясновидение через духа Вуду – это вопрошать их и получать необычные ответы на ваши вопросы. Может ли связь с покойной бабушкой стало очень сильно било сердце, не могли найти себе места? Может быть. Джуна была ведьмой? Ну, скорее всего, да, но, честно говоря, вмешались вот эти все силы всякие, которые находились рядом, да, и столько экспериментов ставили на этом человеке, что ей просто все перекрыли, закрыли. Она перестала служить силам, стала служить КГБшникам. И из-за этого у нее и наступило наказание. Хотя ей давали деньги и квартиру, и, то есть у нее проблем никаких не было абсолютно, но поскольку она забыла о своем предназначении, к сожалению, за это была наказана и очень жестоко. И вы знаете, что ее двое сыновей, один был ею усыновлен, второй ее родной сын ушли из жизни. И это очень страшно для нее, она просто потеряла смысл жизни. Вот. Просто, понимаете, как в какой-то момент она больше стала светской, чем туда. За это расплатилась. Присутствие духов могут замечать любые люди, многие люди, и не обязательно для этого быть ведьмой. Я уже объясняла много раз, что есть очень сильная сохранность, очень сильная помощь от сил рода. Если род был сильный, очень могут они и предупреждать, и прийти, и настолько это физически вы почувствуете. Это не обязательно быть ведьмой. Это значит, у вас просто сильный род, который имеет право с того света вас защищать и помогать. Не каждая душа имеет право защищать свое потомство, понимаете? Это надо заслужить при жизни. Вот в чем дело. Итак, это вопрос к силам потусторонним и получить, ну, как бы ответ от тех сил, которые называются духи Вуду. Поскольку до того, как начать эфир, кое-что я провела, начитала, то мне просто нужно в данный момент единственное выбрать человека и рассказывать о нем. Все, что я увижу. Духи Вуду любят камни и общаются иногда через камни. Для того, чтобы много сил не потратить, да, с ними, можно и через камни общаться. Спасибо. Давайте опишем сейчас, то есть ответим Тимуру. Да, это марганит. Сейчас, подождите, я сама выберу и буду говорить, а вы просто слушайте. Тимур будет писать потом, правда это или насколько это правда.
И если не сложно, под роликом, чтобы мы потом проанализировали. Итак, начнем. Описываю Тимура. Значит, я вижу две комнаты. Одна комната побольше, другая чуть поменьше. В этой маленькой комнате... Подождите, это не ясновидение, что будет завтра, кто будет моя свекровь и как будут звать моего мужа. Это совершенно другое. Далее. Сейчас, секунду. Комнаты две. Старый район. Это Тимуру, мы говорим. Вокруг, то есть рядом с домом Тимура два банка. Большой торговый центр, который долго не открывали, то запрещали, то собирали подписи, потом все-таки открыли. Я вижу водное пространство. Я вижу больного человека у него дома. Ну, не прям дома, но в семье. Человек, который болен, который, ну, скажем так, уже скоро, боюсь, что отправится. Слабеющий род матери, много смертей из рода матери. Так. Ступеньки какие-то, ступеньки, по которым часто поднимается. Ступеньки такого старого типа. То ли неухоженное здание, заброшенное или что-то в этом роде. Стройка, которая не завершается никак рядом. Пока все, пускай Тимур напишет, чтобы мы поняли, где он. Слышал ли он это все? Анна. Головные боли, Анна. Да, 2 комнаты, микрорайон, магазин небольшой, все правильно. Вот отлично. Анна Цитель. Так, Анна, огромная стена. Огромная стена. Серая большая стена идет вдоль вашего квартала. Красное, старое здание красное. Вы периодически пишите, я говорю, а вы пишите для народа. Мне это не надо, я знаю, что это так и есть. Вы знаете, ощущение такое, как Дания, Англия, я не знаю, Анна, что там, почему так выходит, потому что такое, вот знаете, острое, вот как эти католические церкви, вот, то есть храм, ой, костелы, идет вот такой вот конусообразный вверх. Эти такие кругловатые арки, сероватые арки. Израилю привет, но Израиль живет не в Иерусалиме, это другой город. Я даже не знаю, какой город. Мечеть там, да? Ну вот. Сейчас Израилю тоже скажем, потому что перемешалось у меня все. Израиль или Тель-Авив, или что-то еще, другой город. Но я не вижу Иерусалим почему-то. Или окраина Иерусалим, но не город Иерусалим. Так, далее. Сейчас. Я не буду говорить, чем вы занимаетесь на работе. Это не проверяшки и это не гадалки. Это совсем другое. Зачем мне это говорить? Я сказала, как я буду вам объяснять. Я просто вам показываю, вы поймите, цель не в том, чтобы описать ваш район. Ваш район, вашу квартиру вы знаете без меня. Цель в том, чтобы объяснить вам, как силы взаимодействуют с ведьмой и как они через этого человека отвечают, чтобы вы поняли, как все происходит. Видите, как свеча у меня буйствует? Значит, окраина у вас, Рахель. Окраине. Потому что я вижу, что там рядом находится пустыня просто, какой-то пустырь, понимаешь? Большая пустырь. Ощущение, что это не центр, точно не центр. Так, Аня. Со стороны отца я вижу абсолютно ослабление
И отношение какое-то безразличие почему-то. Да, они пьет или что, но безразличие. Отца практически, можно сказать, нету. Я бы не сказал, что физически нету, но его как бы и нету. У мамы головные боли, у мамы проблема с головными болями, у мамы сейчас проблема и с психикой. Тебе приходится ее терпеть, к сожалению. Тона у вас дома коричневатые, пол не очень ухоженный, пол местами какой-то оборванный, ободранный такой пол. Дверей 2 у вас. 2 двери. Да, огромный пустырь, Рахель, я же говорю. Так, 2 двери у вас, Аня. Собака постаралась, ну вот молодец она. Но вы ей когти не обрезайте особо, потому что ей больно. Она уже не молодая у вас. Так, 2 двери. Дверь почему-то вот с буквой 0, в общем, с цифрой. То ли 70, то ли 0,7, не знаю, 0. И подъезд 2. Вот, собственно говоря. Сейчас, секунду, товарищи. Я просто показываю и объясняю вам, как происходит разговор через них. Да, это не скакать вокруг костра. Достаточно просто провести, вызвать их, попросить, и они будут тебе подсказывать и рассказывать о человеке все, что ты хочешь. Когда человек ко мне собирается на прием, я вам скажу по секрету, я уже читаю, вот, почему-то выходит 0. Что у вас за 0 там? 0, 0, 0. И когда человек приходит ко мне, я говорю, уже изначально кое-что читаю. Сейчас, секунду. И уже они подсказывают, что и как сделать. Так. Ева. Ева, у вас забота сейчас о мужчине. С его работой связано, с его делами связано, какая-то травля начинается, какая-то перестановка и очень большая там начинается. Разбивает их работу на разные части. Он не может себе найти место. Это раз. Этот мужчина, он обделен по жизни от родителей, особого внимания не получал. Там получала внимание совсем другой человек. Может, сестра, может, брат. Но сестра, скорее всего. Так. Машина, продажа машины как-то стоит. Разговор о продаже машины, размене машины. Так. Подождите, про всех расскажу. Терпите, я все вижу. Будет большая перемена, но не в очень хорошую сторону у мужчины, о котором вы думаете, Ева. Про Украину и прочее, прочее. Может быть, ездит человек, но оно связано с транспортом. Все остальное так, правда ведь? Так и есть. Сейчас извиняюсь, я отвечу сыну, что я занята. Вы пока подумайте над тем, что я сказала. Я занята. Поговорим с тобой позже. Я уже напомнила. И тот, и тот. Я тебе напомнила и туда, и туда. Так, звездочка 370, решетка, вызов. Если это мегафон. Если это мегафон. Звездочка 370, решетка, вызов. Все. Давай, можешь в интернете посмотреть. Если Билайн, то можешь посмотреть в интернете. Давай. Подходи там. Просто воду не включай. Все.
Все, извиняюсь, отвлеклась. Ну, про вашего мужчину-то я рассказала столько, вам не интересно? Так, Паула. Давайте расскажем про Паула. Паула, у вас в районе 2 моста. Причем они такие круглые, но там даже не река. Одна вроде река, текущая вода, вторая немножко другая. Она как бы стоячая, как озеро, как водоем, что-то такое, собранная вода. Это раз. Далее говорим Пауле. Раскинутое огромное пространство ваш район, парк большой, и прям идет тротуар, и рядом, скажем так, деревья. Такие высокие деревья, но они не распространенные, они так, похожи на, вот знаете, на платан, на березу. В общем, вот такие не раскинутые деревья, а ввысь тянутся. Прямо идет вот такой тротуар. Есть историческое место, есть музей даже там. Есть квартира, что-то в этом роде, то ли писателя, то ли деятеля какого-то, потому что идет в дом-музей человека. Почему-то вижу кукольный театр или детский центр. Вот такое. Я сейчас не буду про вашего мужа, про бизнес, про то, про все, про остальное и прочее. Потому что я вам объяснила, что я буду говорить и о чем. Я просто эксперимент ставлю и вам показываю, каким образом. Есть огромное пространство, большое, и там деревья. Образно говоря, парк. Может быть, это идет такое пространство деревьев. Так, дальше. Сейчас я вам скажу, кому еще. Нет, не своей смертью, Натали. Кроме меня никто не видит. Так, Рахель, я вам сейчас дальше скажу. Здание светло-кирпичного цвета. Вот как вот этот цвет камня. Далее. Что-то далеко связано с зверинцем. Я не могу понять, что это такое. Что это зверинец это или какой-то парк-аттракцион вместе с какими-то зверями. Ну, в общем, что-то такое есть. Какие-то поющие фонтаны, большие фонтаны. Вот. И греческого типа колонны. Прям идет как или древний храм, или колонна. И сверкающий золотой купол, ну это вдалеке, но оно видно. От вас видно, если выйти в какую-то вот такую гору, есть две стороны. Одна сторона гора, другая сторона, скажем, такая низина. Если в гору выйти, там есть кафе с плетенками такими, коричневого цвета кафе. Вот в этом кафе, если сидеть, то можно увидеть вдалеке сверкающий золотой купол. Вот, что я вижу в вашем районе. Ну вот, значит, тот самый храм. Ну, значит, музей, вот, Паула, вот, но оно выходит, понимаете, как то ли парк, то ли огромное место, потому что сейчас очень мало таких раскопок, поэтому оно выходит, и первая мысль – это парк огромный должен быть, что-то другое. Так. Так, Зура. Зура, у вас сейчас в жизни очень сложный период. Вы стоите на перепутье, то ли сюда, то ли туда, решаете. Есть несколько таких моментов, связанных почему-то с тюрьмой. Не именно с вами, но люди рядом, у которых в данный момент с тюрьмой связаны какие-то обстоятельства, с зоной, с властями и прочее. Вам нужно быть очень осторожными сейчас в данный момент. И
как-то вам, как сказать, Нелли, я вам рассказывать не могу, потому что я вас знаю, я с вами работала. И я одно и то же вам расскажу. Я рассказываю людям, которых я не знаю, которые первый раз написали даже, понимаете? Это более так интересно для чистоты эксперимента. Я это вам расскажу, но я с вами работала, поэтому я вас знаю уже. Даже если я расскажу некоторые детали, в любом случае мне интереснее сейчас рассказывать людям, которые первый раз. Согласны со мной? Я недолго проведу с вами, а потом объясню еще другие детали, связанные с духами Вуду. Так, Анна Павлова. Давайте скажу. У вас 3 крови, это раз. На вас трескаются камни, это 2. Они не выдерживают. Цепи срываются постоянно, браслеты срываются постоянно, куда-то деваются. Я не буду говорить о вашем младшем сыне, потому что я уже сказала, что это не вопросы и ответы, это совсем другое. Так. Давайте вы будете писать свое мнение просто, а я выберу кого-нибудь из вас и расскажу. Если вы будете писать постоянно меня, вы меня просто отвлечете, но ничего этим не добьетесь, потому что пока я рассказываю о человеке, я точно вас не выберу. Вы просто пишите свое мнение, свои мысли, просто все, что вы, как бы вам сказать, чувствуете, да, и понимаете в этом всем, а я сама выберу кого-нибудь из вас и начну рассказывать. Давайте так сделаем с вами, хорошо? Чтобы постоянно, как в классе, там руку не поднимать, я, мне тоже, и мне, и я. Давайте так. Ну, значит, вот так, Ева. Так, следующий момент. Чтобы дали детей, нужно снимать преграду на детей. Рахель, кто к вам собирается домой? Кто-то собирается издалека, родственник, знакомый, кто-то собирается к вам домой. То есть, ну, к вам идти за помощью, собственно говоря. Уже не первый раз этот человек получал помощь, но вот еще раз получается. Может течь вода, потому что вы, когда будете определенной силы, они как-то дают о себе знать. Это не страшно. Я вижу почему-то людей набожных таких. Может, священники, а может быть, просто набожные староверы были, катунья. Так. Наталья Стрельчук. Рассказываю вам. Добрый вечер, Марго. Вы сами поставили, Аня, своими страхами. Так, у Натальи немножко сердце больное. Рука немеет, Наталья. Я вижу вагончики рядом с вашим домом. Или что-то строят, или строительство. То есть вы тоже знаете это строительство. Не могу понять. Но вот стройка и люди рядом. Перерыли все. И парк, где вы гуляли, там, ну, небольшой, правда, но в любом случае закрыто, что-то все перерыли, что-то там строят новое. У вас в городе конкуренция идет между 2 людьми. То ли избирательный, то ли черт возьмет и поймет, что там за конкуренция. Какое-то громкое убийство произошло у вас в городе не очень давно. Не очень хороший фон города, скажем так. Тяжеловатый. И жить там тяжело. Перестала беспокоить? Ну вот, отлично. Так. Валентина, у вас зелень, столько зелени вокруг. Очень много фигурных таких кустов, срезанных и прочее, прочее. Да, Наталья, есть такое. Далее, Меркурий наш, я отвечаю. Недалеко какой-то бассейн открывает или что-то в этом роде. Планируется что-то такое провести, какие-то игры в городе.
Сейчас работы идут по восстановлению некоторых таких мест, окрашивают все, готовят к чему-то, что-то готовится. Нет, не можно вопрос. Такие вопросы здесь не задаю. Так. Сейчас смотрю. Рассказывай, Марго. Две женщины между собой дерутся. Эти женщины сначала нападали и на тебя, и на еще другого человека. Сейчас между собой дерутся. У них война не на жизнь, а на смерть. Они вынесли уже, высказали друг другу все, что возможно, все, что вместе сделали, все это открыли, все это рассказали всему миру и прочее, прочее. Ужасающий большой скандал рядом с вами назревает. Но хочу сказать, что некая рука справедливости мстит за вас. Это раз, Маргарита. Следующий момент. У вас много одежды, у вас много обуви, которые вы не носите. Оно у вас висит просто, потому что вы с некоторых пор перешли на более такой легкий вариант. Потом, внутри какая-то апатия, усталость. Усталость жуткая. И я вам скажу, откуда эта усталость. Вы как губка вбираете в себя чужие проблемы. Вы слушаете, слышите. Я не скажу переживайте, но вы впитываете. И они это отлично знают. Не очень давно такая некая ссора, охлаждение от человека, ну, то есть не скажу, что конфликт, но подлость ждите, конечно, не в ближайшее время, но через некоторое время будет. Сумка у вас какая-то пропала, искали сумку, вот, ну вот, видите, искали сумку искали дома, вся разозлились, вот какого-то такого зебра или что-то такое полосатого типа или с какими-то деталями. Эта сумка валяется между шкафом или еще чем-то. Она просто упала туда. Вот оттуда вытаскиваете. Деньги пришли недавно к вам. Вот из ниоткуда как-то пришли, ни с того ни с сего, раз и пришли. Круглый, да, с газонами, правильно? Вот правильно. Сейчас наша Фаталь Брунет рассказываем. Все, Маргарита. Потом скажу дальше. Так, брюнет наша. Вижу город Южный, это раз. Значит, архитектура, вот где живешь, там греческо-римского типа, колонны. Есть какое-то большое изваяние, то ли Самсон, то ли Аполлон, не знаю, мужчина. Но детали очень похожи на Микеланджело, просто, может, копия поставлена там. Ну, просто вот четкая, вот видно, статуя огромная. Мраморная статуя. Недалеко от тебя, Фатал Брюнет наша, чтобы вы знали, недалеко от тебя находится кладбище, большое кладбище. Кладбище наполовину еврейское, скажем так, наполовину уже другой, старая и новая часть делится. От кладбища идет косогор вниз, вот так, вниз идет, так ощущение, что скатишься. Недалеко от кладбища построили недавно трассу, большую трассу. Там часто аварии случаются, но люди не обращают внимания. Дачный поселок недалеко. Дома в основном такие тяп-ляп, быстро построенные, скажем так. Ну, не такие, не крепкие. Не очень далеко ваш прокурор вашего города что-то взял, какую-то землю, и начал там что-то строить. Пока для себя строит, через некоторое время начнет продавать, потому что его снимут. Его очень хотят снять, и причем хотят снять близкие люди. И уже слухи об этом ползают потихоньку. Новый транспорт ввели в город. Оранжевый такой разноцветный транспорт, какой-то необычный. С такими, знаешь, как радуга, что там написано, какая-то фирма это предоставила для своих интересов. Стройка идет большая в городе, везде что-то строят, что-то там сверлят, что-то там ставят. Строится еще большой-большой такой центр реабилитации, что-то в этом роде. Там, в общем, кабинеты психологии, кабинеты лечебные, массаж и прочее, прочее. Вот большое. Недалеко от города, Фатал Брюнет пока наши отвечаю, недалеко от города находится какая-то воинская часть. В этой воинской базе постоянно учения. Над вами вертолеты пролетают постоянно.
Что-то там происходит, что-то там хотят открыть, какую-то большую базу. В общем, ну, вам это не положено знать, вам не говорят. Но и такое происходит. А теперь ты мне напишешь все, что там есть, потому что это так и есть. И мы дальше продолжим. Брюнетка наша куда-то упала в обморок. Понимаю, что много совпадений, но ничего. Я думаю, что ты меня давно знаешь, должна бы уже привыкнуть. Так. Нет, это наша брюнет Фатал. Она у нас написала вот только что. И сейчас, я думаю, она ответит. Спасибо, пожалуйста, на здоровье. Залина, если я не ошибаюсь, да? Может, я ошибаюсь просто мне с этим делом. Насколько духи тебе ответили? На 100? Думаю, на 100. Давайте, секунду. Индире ничего не нужно. Индира сама не знает пока, что ей нужно по жизни. Она туда-сюда бегает. Сейчас. Вот тебе так плохо, тем более не нужно, Юлия, сейчас копаться в твоей сфере. Когда плохо человеку, тем более не нужно тревожить. Так, секунду, товарищи. Сейчас скажу. Упали в обморок, не падайте. Так, секунду. Куда двигаться? Только вперед, как сказал дедушка Ленин. Вперед, товарищи, и больше никуда. Вам лучше написать потом под роликом, потому что здесь так пробегает, то есть ваши ответы на мои ответы, что люди не успевают читать. Лучше вы под роликом просто скажете, насколько вам правильно ответили эти силы. Давайте далее. Так. Спокойно, я сейчас скажу, кому я отвечу. Я просто... Так, Наталья моя, давай я тебе тоже отвечу. Значит, послушай меня. У тебя очень много разнообразных деталей из разных стран мира. Там есть определенные вещи, которые немножко несут тебе разрушение. Если тебе нужно разобраться в этих вещах, просмотреть, там есть божества, там есть всякие статуэтки, там есть всякие культовые такие штучки, да, из разных мест, которые у тебя выпивают силу во многом. Вот у тебя что-то начинает нормализовываться, потом опять может начаться что-то. Если тебе не жаль это все, лучше собрать и отдать человеку, который вообще занимается магией. Выкинуть нельзя такие вещи, я всегда говорю, вы их обидите, будет хуже. Я не знаю, кто такой Тони, честно говоря. Ну, Тони, наверное, откуда-то пришел от каких-то товарищей, и каждые 5 секунд можно. Я вас попрошу, да, или успокоиться и ждать, или как-то так. Нельзя вот так вот натиском. Значит, Наталья, избавься, отправь, кому считаешь нужным, эти сувениры, которые на самом деле культовые. Есть просто сувениры там, а есть, есть безделушки, а есть не очень такие, не то что не очень, такие вещи, которые несут в себе определенную силу. Это культовые предметы. Правда, люди дарят друг другу, не знаю, да, Египет, там, Марокко, еще и так далее. Они все в себе содержат определенного духа, силу, которая приходит к вам домой. Далее. Натья, ну что я тебе могу рассказать? Ведь ничего хорошего не скажу. Все верно? Все верно. Да. Вот так вот. Писуй обоссался в очередной раз. Писуй. Ты же смотришь, все верно. Люди пишут, все верно, писуй. Бегом беги снимать ролик о том, что я всем им заплатила. Давай. Я хочу выглядеть богатой женщиной. Далее. Так. Ирина, там закроют какой-то опять один торговый центр. И, честно говоря, после этого у тебя начнется определенная
определенный момент. Ты должна избавиться от тех вещей, которые несут инородную энергию. Видишь, я сколько вот тебя смотрела, да, и работали мы с тобой, столько не было видно, сколько сейчас после вот обращения к этим силам, они вот, собственно, говорят, что тебе препятствует. Ты перемешиваешь энергии, и они обижаются друг на друга, Натали. Тебе нужно одну энергию выбрать. Они просто обижаются, понимаешь? Да нет, безделушки это. Это так послышалось. И эти энергии опять начинают перебивать то, что к тебе приходит. Вот этот удачливый момент, они опять начинают перебивать. Так. Галина Хусаинова, давайте я вам скажу. Я не вижу ни фотографии человека, да, и имя может быть и его, и не его, собственно говоря, но я рассказываю. Красные тона, пестрые, ковры какие-то. То ли у вас дома много ковров, то ли вокруг вас вы любите эти ковры, но они у вас есть, собственно говоря. Их полно. Потом картина, желтая картина. На картине женщина должна быть или лев. Желтая она. Далее. Кувшин какой-то. Какой-то старинный или кувшин, ну, под старину может быть, знаете, как глина. Ну, не совсем глина, но вот она расписана. Африканский тип, одним словом. Слоника вижу. Что за слоник, непонятно. Какой-то игрушка или что, ваза, наверное. Слоник есть. Такой сероватый слоник с камнями. Напротив прямо балкон какой-то, большой балкон какого-то здания, прям напротив. Был у вас вид красивый, потом построили, закрыли это место, и теперь балконы стоят. Крыши какие-то недалеко, вот такие жилые крыши, скажем так. Есть рядом и частный сектор. Зеленый массив такой, утопает прям в зелени. 2 детских центра. Это может быть школа начальная и основная, но не знаю. Ну, 2 детских, вот прям детских комплекса. Пожалуйста, Натали. Так, 2 детских комплекса. Большие деревья. Сейчас скажу. Какой-то таксопарк, что ли. Машины прям стоят. И маршрутки стоят, и что вот какое-то место. Таксопарк, что ли, вот что-то в этом роде. Прям стоит вот так вот. Недалеко от вас больница онкологическая. Вот большая больница. Вот это от этого фон идет нехороший. И почему-то я морг вижу еще. Не очень далеко. Ну, конечно, это все не открыто. Но там, может быть, онкологическую еще открывать, потому что больница большая. Но фон не очень благоприятный, скажем так. Район исторический, старый, да, кладбище недалеко. 2 кладбища там, даже 2. Один старый, другой не совсем новый, ну, где-то лет 30, а то старое кладбище или старая часть кладбища вообще старинная. Там уже не хоронят, нет, уже много лет места нету. Почему я слышу азан? Вроде это не исламская страна. Я слышу азан. Протяженный такой. Или вы дома включаете часто, или есть азан. Там 1000000% звучит он. И причем очень густо звучит вот так вот. Золотые буквы, привезенные вам, или из Мекки. Да, из Мекки. Что-то такое. Да, отца похоронили. Блин, вот азан, он так слышен вообще. Золотые. Золотом написано имя Бога, наверное. И вот такой вот в клетку она висит. Да, вот видите, свежие. Висит в клетку вот это вот золотое слово, имя Бога. Оно привезенное из паломничества, издалека. И есть 2 мешка черных.
земля из метки, но она в черных мешках. Одна немножко коричневатая, а другой мешок прям черный, где-то лежит у вас дома. Именно 2 мешка, привезенные мужчиной. У вас еще кто-то болеет в роду. У вас еще кто-то уйдет. У вас еще кто-то уйдет в течение 2 лет. У вас в течение 7 лет ушло уже 4 человека в роду. У вас что-то с родом происходит, вам надо что-то сделать с этим, потому что у вас уходит и уходит. Практически вот Галина, мало кого осталось из старших. И они уходят почему-то вот под 60, вот где-то в это время, небольшой возраст. Духи Вуду не слышат, не помогают прям вот в таких бедствиях. Я сейчас вам показываю, насколько сильно эти силы могут подсказывать мне. И как я хорошо могу вам описать все, что у вас в жизни есть. Наверное. Они отвернулись, знаете, как от определенных канонов их за это наказывают. Они вот как бы отвернулись. Хотя у вас в роду есть хафизы. 2 даже. Одна женщина была, другой мужчина. И когда такой сильно верующий род, который связан с этой силой, с этой религией, вообще я к религиям отношусь спокойно, да, ровно дышу, но религия, любая религия, она сила, она определенная энергия. Когда человек от этой энергии отрывается, эта энергия больше не защищает этого человека, потому что считает, что этот человек, не соблюдает традицию, а значит, не должен быть под защитой. И начали уходить друг за другом. Очень быстро. Это лучше приостановить как-то, потому что боюсь, что вот плохо закончится это, собственно говоря. Я вам ответила, Галия. Вас же Галия зовут, правильно? Не Галина? Так, пожалуйста. Галия, я знаю, что Галия. Так Галия красивее звучит. Галина, она как бы более так часто встречаемое имя. Так и напишите Галия. Нечего скрывать, у вас красивое имя. Так. Подождите секунду. Так, Елена Гончаренко, давайте-ка за вас возьмемся. Да. Елена Гончаренко, вы ждете каких-то перемен, у вас строительство идет. Либо дачу строите, либо дом хотите, либо ремонт затеяли. В общем, у вас строительство очень так. И причем вы затеяли прям к концу года. И очень сильно об этом жалеете. Но вы знаете, как сказал Чингисхан, вытащил оружие, так и стреляй. И нечего уже передумывать. Все. Значит, далее. Темная сторона у вас дома. Над домом тьма какая-то. Непонятная какая-то ругань намечается между родственниками. И есть человек, который очень сильно все перемешивает. Да, ремонт приостановился, я согласна. Этот человек мешает вам. И очень сильно. И причем настраивает друг против друга всех. Это женщина. Это женщина и весьма опасная. Один раз из-за этой женщины чуть драка не началась между всей родней. Вот, вам лучше знать, кто эта женщина. Почему-то Ирина. Не понимаю, почему Ирина выходит, но Ирина. Сейчас, секунду. Я чуть-чуть свечи поправлю, иначе оно как бы потухает. Вам должны были крупную сумму денег, вам не дали. Но это не обязательно долг, это может быть заработанные деньги, которые вы ждали для того, чтобы вложиться. Да, вложиться в ремонт и прочее, но не дали. Значит, есть еще такой момент, скоро будет у вас между родственниками конфликт за наследство, Елена. За наследство, которое, собственно говоря, особо-то из себя ничего не представляет. Но почему-то родня у вас рядом, то ли ваша, то ли не совсем ваша, но в любом случае родня, да? Как-то вот очень считающие чужие деньги. Любят эти люди прямо считать то, что не свое. Лезть в карман как-то вот так вот. Поэтому трудновато вам с ними приходится, честно говоря.
Привет, привет, София. Вот. Такие дела, товарищи. Это Елене. Пока что. Я думаю, достаточно. Далее давайте. Подождите, я сейчас скажу сама. Наташа, я вам отвечала в прошлый раз, если помню. А я помню, кому отвечала на самом деле. Так, Ирена. Ирена, вы перестаньте носить черные вещи и вообще темные вещи. Они не просто вас старят, они еще привлекают неудачу. Есть люди, которым темное, черное привлекает, притаскивает, знаете, защиту, а вам наоборот неудачи дает. Поэтому вы почему-то постоянно в черном, и у людей может возникнуть такое мнение, что у вас кто-то умер, что-то у вас случилось и так далее. Значит, у вас две родины. Вы родились в одном стране, у вас родина другая сторона, переехали в третью страну. Это два. Это Ирене. Дальше. Что я вам скажу? На вас рвется нижнее белье. Извиняюсь за подробности. Оно рвется просто ни с того ни с сего, начинает выходить просто все детали, начинает трескаться. Оно может в таком месте прям неудобном, там лиф, например, оторваться сзади, и вам приходится идти в туалет, это как-нибудь пришпандоривать до того, как дойдете домой. На вас рвется одежда. Это означает, что на вас очень много накоплено черной энергетики, и одежда не выдерживает. Это два. Следующее. Погиб человек, который вам был дорог. Его нет, это молодой человек. Кто угодно может быть этот человек, из родственников, и любимый человек. Это может быть просто... Нет, я не вам, Елена. Это может быть человек, близкий друг и прочее, но погиб этот человек. Он был не совсем здоров, но еще и вот с ним такое... Чего? Не совсем поняла. Привет, Эльмар. Так. Эльмар, у тебя друг какой-то болен. И причем сильно болен, и не лечится, и очень упорно вот прям не хочет уйти туда, и все. Так, пока все, Ирена, сбилась. Давайте Марину будем сейчас Марине рассказывать. Вы куда-то собираетесь, Марина, только лучше отложите эту поездку, пока не надо. Это раз. Что-то хотите купить, что-то крупное вам хочется купить в следующем году. Покупайте, но весной. Не сейчас, не сразу, не в феврале, не в январе, пока не надо. Потому что рынок жилья практически рухнул. И если чуть-чуть подождать, можно купить хорошие по недорогой цене. Спасибо. Так. Я знаю, что все верно сказала Ирина. Когда люди обращаются, знаете, люди так привыкли, что им просто скажут пару слов там: порча у тебя, проклятие, надо чистить и прочее. И больше дальше не пойдут, да, там в 17-м поколении, или у тебя карма, или ты там в прошлой жизни там что-то нагрешила и так далее. И поэтому люди настолько готовы к тому, что там им скажут, незначительно что-то. Поэтому, когда ты говоришь то, что надо. Да нет, Виктан скажет, что я всем оплатила. Вот что он скажет. Ну, как раз лопнет, и после этого так скажет. Это мелкие людишки, мне их жаль. А что им еще остается делать? Им больше делать нечего, понимаете? Им уже 100 раз сказали: покажите ясновидение. Дорогой народ, скажите мне, пожалуйста, я не права, когда я требую, если вы хотите называться практиками, давайте один раз проведем такую вещь, да, всенародно просто. Каждый из них, который называет себя практиком, не будет обливать меня говном, а просто сделать следующее. Вот возьмем и по просьбе народа откроем каждый из нас ясновидение. Просто вот каждый из них откроет в прямом эфире ясновидение. И после этого народ скажет: вот там, Инга, ты иди на пенсию, и пускай Пичуй нам помогает, потому что он у нас великий ясновидец. Ну вот зачем тогда тявкать, Ева? Если они боятся, тогда нужно заткнуться, закрыть свои рты. Они хотят
мне помешайте ставить палки в колеса, они хотят меня сбить с толку только из-за того, чтобы каким-то образом закрыть свою бездарность. Я не согласна с этим, извините, пожалуйста. Нет, ну можно же, правда, вот зайти к каждому из них в профиль. Вот предлагаю вам всем просто зайти и сказать: уважаемые маги, колдуны, чародеи, великие там, не знаю, могучие, пушистые, ужасные и так далее. Будьте так любезны, если не против, откройте, пожалуйста, тему ясновидения, каждый из вас, а мы оценим. И мы действительно оценим и скажем: вот Инга ерунда, а вот там, не знаю, Виктан или Писуй или еще кто-нибудь. Кто еще у нас есть? Великая Алиса есть, да, тоже ясновидящая великая. Вот и так далее. Мне интересно, а что скажет тот товарищ Данко-сан, который тявкал на меня насчет ясновидения? Ну, он вульгарный такой пинчушка, в принципе, спрос с него-то небольшой. Но что он скажет? Скажет, что я всем проплатила? Ну, не настолько я богатый человек, я вас уверяю, чтобы столькому народу проплачивать. Причем, знаете, отправлять во все концы мира плату. И даже тем, которые только что пришли. Да? Потом, ну собаки-то лают, и караван идет, это понятное дело. Просто я говорю еще раз, ну ведь можно же один раз показать себя и прославиться, и после этого как-то, ну, как вам сказать, товарищи, закончить этот спор, что ли. А то они каждый день говорят, что я психически больная, они самые здоровые на земле, но я как-то вот не вижу у них ни того, ни этого, ни третьего, ни пятого. Ну да ладно. В общем, такие дела, да. Давайте попросим. Чего ж вы сидите без дела? Я вам серьезно говорю, вы же приходите, просите помощи, вы же слышите, вам же отвечают, вам же помогают. Согласны? Давайте просто заходите во все эти их профили и просто под ними напишите: уважаемый маг такой-то, просим всенародно, пожалуйста, если можно, в ближайшие дни, как вам будет удобно, проведите нам сеанс ясновидения. Мы хотим просто прославить вас, убедиться, что вы самый сильный, самый великий, самый могучий и так далее. И все, собственно говоря. Елена, я вам ответила. Просто я отвечаю тем людям, которым отвечаю первый раз, чтобы, ну, для чистоты эксперимента. Понимаете? Мне самой хочется посмотреть, насколько действительно реально и правильно они отвечают. Вот в чем дело. Так вот, как еще говорить? Дорогие друзья, я понимаю, что вопросов много, я понимаю, что желающих много, и это правильно. Конечно, это интересно понять, как, что. Я просто хочу вам объяснить, что есть разного типа ясновидения, когда вы обращаетесь к этим силам, и эти силы вам говорят о том, кто к вам придет. Вот вы когда-нибудь слышали, да, в древние времена, когда шли к ведьме, она говорила: я знаю, с чем ты пришла, да? Она говорила. Медуза Горгона. Кстати говоря, там какой-то звук у вас дома, постоянно что-то ломают, что-то делают, и голова пухнет, и скандал, и прочее, прочее. И у вас не работает батарея одна. Она плохо топится, и поэтому вам холодно. Кстати говоря, еще проверьте окно сверху, оно у вас открыто. Вы просто не знаете, это балкон или окно открыто. И от этого дует очень сильно. Вам нужно будет просто закрыть и попробовать там подкрутить что-то, сделать с батареей. Она как выключена, понимаете? Поэтому у вас в одном месте, в одной комнате холодрыга. Так, итак. Я вижу на те, что ты куда-то собираешься ехать. Но еще думаешь, в задумках пока не решилась, но хочешь ехать. Итак, я предлагаю следующее, товарищи люди. Зайти к нашим великим могуям и могучим, и великим, и несравненным, и непобедимым, самым умным, самым психически уравновешенным людям, которые там визжат о том, что я, значит, взаимодействую с низкими вибрациями, Это смешно. Мы взаимодействуем со всеми вибрациями. Это не низкий, не подвале ремонт. Ну вот и все. Так вот, с любыми вибрациями мы, значит,
Окно разбили, вот окно у вас открыто, надо закрыть. С любыми вибрациями мы взаимодействуем. Это наша профессия, это наша судьба и прочее, прочее. Поэтому зациклюсь на определенных вибрациях. Но смешно, я говорю, пару этих почитали там где-то книг, да, там, тут, там свистнули одно слово тут, две фразы там, и вот они великие, могучие, Инга такая плохая и не ценит их. Когда было сказано, что давайте развивать ясновидение, я помню, да, муж, он уже 2 раза возвращался и опять уходил. Ты очень грубая наша медуза. Ты настолько грубая, что даже свой аватар поставила ту самую медузу непобедимую, которая не подчинялась мужчинам. Чуть-чуть тепла, немного. Я понимаю, что с ним очень сложно, но он прошел сложную жизнь. У него не было материнского тепла. Немного тепла, медуза. Вернется он. Еще раз вернется, еще раз будет хотеть уйти. Ну, чуть-чуть потерпи. Сейчас я извиняюсь, 1 секунду, я подойду. Мне нужно кое-что тут поправить, иначе свечи тут меня уже сейчас сожрут. Так вот, Ксения. Ксения П. куда-то собирается на Восточный базар или базар камней на распродажу. Куда ты, Ксения, собираешься? Скажите мне, пожалуйста. Да, я просто хочу объяснить, дорогие друзья, это не бахвальство, это не желание кого-то унизить, принизить. На самом деле, если вы помните, я уже говорила, что я никогда не трогаю людей, которые не трогают меня. Мне не интересно, врут они, обманывают или действительно помогают людям и прочее, прочее, да? Вот Нелли сатана, убери слово сатана, это тебе не надо, и оно очень ко многому обязывает, и за это большая расплата. Не надо шутить с такими словами, с такими именами и с такими духами. О чем я? Да. Не имеет значения. Это то же самое слово на иврите просто. Да, вибрации у них задницы вибрируют, это точно, особенно сейчас, в данный момент. Я предлагаю вам всем, уважаемые люди, не тявкать на меня. Да, наверное, он самый, Ирина, потому что вышел мужчина, молодой человек, который погиб. Что я хотела сказать? Да пусть начнут блокировать или что они хотят. Вот вы приходите ко мне, вам приятно. Почему бы вам не снять ролики? Не нужно меня поддерживать, помогать. Не хочу я этого. Если бы я такое хотела, я бы вам всем говорила, пожалуйста, нажмите на лайк, там, проголосуйте. Нет. Просто взять и сказать, уважаемые маги, пожалуйста, если вам не сложно, Мадина, сейчас скажу тебе, Мадина, у тебя очень маленькое пространство, и там, где ты сидишь, втиснутое просто пространство в данный момент. Много мелких деталей, книги, ручки валяются и так далее. Это твое вот место, где ты сидишь в данный момент. 2 стола я вижу. Прям напротив этой комнаты, где ты сидишь, Мадина, кухня. Прямо кухня, напротив сразу. Кухня такого цвета морской волны. То есть или кафель, или цвет морской волны, бирюзовый такой цвет. Правильно? Правильно. И люстра над тобой, ну, немножко староватого типа, а может старая, такая вот как бы в сторону вот так вот расходится, как якорь. Во. Что-то в этом роде, как крючки, да, не якорь, а крючки. Я думаю, что правильно, так и есть. Ну, не то, что думаю, так и есть. Мадина хотела, Мадина узнала. И напротив, недалеко от вас, какое-то место для прогулок, какое-то такое место.
Да пусть дизлайкают, господи, я тогда сказала, пожалуйста, там, напишите мне еще раз у меня, да, кстати, еще раз объявляю, те, которые хотели мне написать, еще раз напишите, потому что я переставила сим-карту, у меня не выдерживает, понимаете, как вам сказать, телефоны не выдерживают, да, и я попросила людей, и еще раз говорю, сейчас тоже напоминаю, пожалуйста, сейчас, Марьям, я вам скажу, пожалуйста, еще раз напишите мне, потому что у меня переставлена сим-карта, и все пропало, скажем так, да. И они тут же дизлайк, но я не могу понять, а здесь-то дизлайк при чем? Здесь-то, тут-то при чем? Просто объявление человек говорит, что напишите мне, у меня все сразу дизлайк. Ну, дебилизм, что я могу сказать? Вот, не надо писать у них, чтобы они вас блокировали. Вы понимаете, как эти люди лишают вас, дорогие друзья? Мне это все равно. У меня есть книги, у меня есть люди, у меня есть имя, меня знают. Они вам мешают, они вас лишают возможности общаться, они вас лишают возможности, понимаете, пока я трачу время на этих выродков, да, скажем так, да, я трачу пока время на это все. Я могу с вами провести время, поработать и так далее. И поэтому, если, конечно, вы зайдете, они сразу вас уберут. Это понятное дело. Но если вы хотите, в конце концов, поставить точку, потому что в конце концов ставят точку именно зритель, именно люди, которые рядом находятся, да, ставьте точку вы в этой борьбе, в этом, не знаю, в потасовке. Что они от меня хотят, я не знаю вообще. Чего они хотят, я не могу понять. Они хотят, чтобы меня вообще не было, чтобы я убралась. Понимаете, они хотят довести до того, чтобы я устала, просто оставила YouTube и ушла. Я не уйду, конечно, никогда. Я не тот человек, который могут что-то, да, сделать со мной и как-то мне помешать. Но, уважаемые зрители, ставить точку должны вы, не я. А поставить точку можете вы следующим образом. Пусик тут лежит, слушает меня внимательно. Он любит, когда я ритуалю. Так вот, точку ставит зритель. А зритель может сделать очень просто. Взять и снять 10, 20 обращений, сколько хотите, вас много. Потому что когда... Правильно сказала? Вот, пожалуйста, Мадина. Потому что когда... Понимаете, к сожалению, так уж устроен мир, что благородный человек никогда не обращается за помощью. За помощью обращаются трусы, трусливые люди. Дорогие зрители, вот нажмите туда, пожалуйтесь на канал. Я в жизни этого себе не позволю. Это дешевая вещь, да? Или дорогие зрители, ставим лайки, поддерживаем меня. Или дорогие зрители, снимите как можно много говна про Ингу, пожалуйста, и так далее. Я себе этого не позволю. Я вам не говорю, не призываю вас снять про них дерьмо, какие-то гадости им сказать. Нет, не нужно этого делать. Будьте выше. Как бы они ни пачкались в дерьме, вы никогда не опускайтесь до уровня таких людей. Вы будьте выше. Вы же видите, я никогда не говорю, пожалуйтесь на их каналы, сделайте то-то, это. Если бы я сказала, да, может быть, нет, надо говорить о них или не надо, Алекс, это я решу. Хорошо, мне советы давать не надо. Это уже мое дело, о чем говорить, что говорить в прямом эфире, который на моем канале. Если вам не нравится, вы можете не смотреть. Не будьте эгоистичны. Я пришел получать свое. А что тебя там волнует, как тебе неприятно, ты уж молчи, как-нибудь терпи. Будьте добры. Если вы приходите ко мне за помощью, значит, принимайте мои сложности, трудности, неприятности, в том числе, деля со мной. Если нет, значит нет. Так вот, не надо ничего делать, не надо никуда жаловаться, потому что не то, что толку не будет, конечно, будет. Если 20-50 человек будут жаловаться на все эти ролики, их сольют, их сливали постоянно. Хотя я не просила, хотя говорили, что я день и ночь взламываю, даже не знала об этом. Люди просто сами возмущались, злились и сливали. И все равно YouTube рано или поздно будет опять сливать их каналы, потому что оно построено на дерьме, да, как у Макаровой. Как только она... Значит, ну, я не говорю ни хорошо, ни плохо, Маргарита, это дело каждого человека. Вы меня не обидели, меня обидеть может только родной человек и близкий. Просто ведете себя не очень. Так вот, что я хочу вам сказать напоследок. Вас много. Вы приходите и вы пользуетесь этой помощью, правда? Благородный человек никогда не просит поддержки. Помогите, поддержите, сделайте то. И я сейчас не прошу вас поддержки, потому что я понимаю, что я настолько сильный человек, что мой зритель за меня спокоен. Вот в чем дело. Я не ищу поддержки
как бы, как определенной личности в каких-то говногруппах, да, и так далее. Конечно, обидно и прочее. Так вот, вы все прекрасно знаете, как можно снимать, не показывая лица, имею в виду, если вам неохота, не хотите вы это показывать, вы имеете право не показывать. Нет, не можно, Марина. Я говорю пока об ином. Если у вас нет желания, можете не показывать, собственно говоря. Мои враги даже поняли, как можно, скажем, снимать ролики, да, я всех научила. Я научила пользоваться статуями, богами, я научила колдовскому лексикону, я научила определенным деталям, я научила очень много чему. Я даже научила их, как снимать видеоролики. Вот так вот, разговаривая за кадром. Я этому научила. Но они начали это... Да, они на меня не просто просмотры собирают. Шнобель даже зарабатывала на этом. Она рекламу подключила. Вот это вообще ужасающее, как вам сказать, неуважение к самой себе. Вот что означает это. Ну да ладно. Она знает, что она сама неинтересна, интересна я, поэтому вот и берет. Так вот, зритель мой дорогой, если тебе нравится, если ты хочешь, если ты видишь, что тебе могли бы дать еще больше, но отвлекают этого человека, почему бы не взять, не снять ролик? Не надо меня поддерживать, я поддерживаю, я там благодарю Ингу. Не нужно, это все не надо. Я и так вижу, что вы меня благодарите, мне этого достаточно, мне этого вполне достаточно. Мне не нужно самоутверждаться, мне не нужно через кого-то, знаете, как-то вот похвалите меня, вот как у этого товарища Хряка там на сайте полно отзывов каких-то непонятных. Такие отзывы я сама могу себе настрочить. Это вообще не то, не тот уровень. Но вы можете вполне снять и сказать обращение к великим нашим магуям. Здравствуйте, уважаемый такой-то. Мы хотим, зрители канала YouTube, мы хотим попросить вас, будьте так любезны, пожалуйста, откройте тему ясновидения. У меня зритель стал очень грамотный. Люди, которые меня смотрят, мой канал, да, смело могут консультировать по всем вопросам магии. Настолько они уже грамотны, все знают, как, чего, почему так, почему духи, откуда, чего. Так вот, обращение к великим магуям. Великим, страшным и могущественным, непобедимым магуем сайта YouTube. Будьте так любезны, пожалуйста, покажите тему ясновидения. Откройте прямой эфир. Да, нас уже 1003 подписчиков, а было у нас 4 почти. А до этого было 6. А еще на других моих каналах еще по 1000, 2000 и так далее. Приплюсовать это большая цифра получается. Ну да ладно, не в этом вопрос. Я такая сильная личность, которая не может спокойно смотреть, потому что кое-кто подумал, что можно воспользоваться ситуацией, сейчас ей не до меня, я могу сейчас высмеять ее лицо, ее глаз, ее дом, ее детали, ее то и это, третье, пятое, и как бы это вообще смешно, честно говоря. Я вообще не думала никогда, что я обязана людям показывать, насколько я хорошо живу или нехорошо живу, или как я живу вообще-то. Да, оказалось, что надо. Так вот, вы вполне можете снять обращение к этим людям и сказать: покажите прямые эфиры, если вам не сложно. Забанят, пускай мы распространим по разным сайтам. Ты можешь не прямо к нему обращение ко всем магам сайта. Будьте добры, покажите хоть одну тему ясновидения. Я обещаю, если они покажут хоть одну тему ясновидения, ответят на вопросы людям, я вот при всем народе даю слово, я извинюсь перед ними за то, что я говорила, что они шаромыги. И буду считать их просто великими учителями, я не знаю еще как. Понимаете? Если они откроют хоть одну тему ясновидения, если они ответят хоть одному человеку так детально, как я отвечаю, я просто сниму перед ними шляпу. Я даже специально пойду, куплю шляпу такую огромную, мексиканскую, и буду снимать и кланяться, понимаете? Но этого не будет. Этого не будет. Будет, знаете что?
Будет тявканье, будет обсуждение моего глаза, операции, будет обсуждение моих статуй, будет обсуждение моих колец, будет обсуждение моего района, моего ребенка, моей жизни, что я кушаю, сколько раз иду в туалет, но не будет темы ясновидения. И вообще не будет темы путевой, нормальной, потому что их все темы, все их ролики – это всего лишь содранные с интернета темы. Одни и те же. То, о чем вы можете в другом месте тоже увидеть. Я не увидела ничего такого, чего мы нигде бы не видели, вот увидели только у них на канале. Понимаете? И естественно, что мне нечего скрывать, я спокойно говорю: товарищи, хотите ясновидение? Давайте сделаем так. Вот после каждого прямого эфира, какой бы темы она ни касалась, без разницы, я буду в конце устраивать такое ясновидение. Давайте так сделаем. Без проблем, товарищи. Дорогие ребята, я вижу настолько хорошо, что я даже вижу, кто мне что делает. Например, я вижу, что на днях кое-кто по имени Олег в бушлате с женщиной рядом закапывали мое фото. Это весьма смешно. Если им кажется, что мое фото, закопав, мне что-то сделают эти люди, я вам единственное скажу, что они вызовут, и коту, наверное, у меня вызовут, и больше ничего. То есть я хочу сказать, что я даже детально вижу это. Был случай, когда мне во сне бабушка моя показывает на кладбище место, где женщина, которая... Здесь прям по соседству она жила. По соседству. Которая мне... Я ей помогла много чем. Она просто столько гадила мне. Я не знаю, за что гадят люди, которым ты помогаешь. Но вот это никак уму непостижимо. Но так было дело. Такое было. И вот мне показывает моя покойная бабка, как она закапывает мои фотографии. Она меня за руку тащит по кладбищу и говорит: смотри, вот так пальцем показывает. Она сидит и закапывает фотографию. Я готова вам поклясться своим ребенком, что я на следующий день ради интереса пошла искать это, вот именно эту могилу с моим именем. Я знала, где. Я пошла, я захожу на кладбище, она выходит оттуда, понимаете? И вот прям глаза, вот когда вора поймаешь на месте преступления, она не ожидала, что мы встретились просто с ней вместе. Она охренела. После этого она меня боялась, уже не подходила. Она, видимо, поняла, что что-то есть. Через некоторое время, когда я ей сказала: глупости мне не делай, какие-то иглы подкидывать под мои эти, под дверь. Я говорю: не делай мне хрень всякую, София. И она никак не поняла. Я говорю: я тебе это все как верну, ты отсюда уедешь, она сказала. Я говорю: нет, ты уедешь, и очень скоро, через 2 недели. В течение 2 недель у них дома произошла такая ссора, они друг другу били об стены просто. Я смотрю, выхожу мусор выкидывать. Мадам тащит свои сумки к лифту. Я так посмотрела, я не злорадствовала, не посмеялась. Я приняла это как обычную вещь. Я же ей сказала. Потом, когда она меня достала в конец, я сказала: станешь инвалидом. Она стала инвалидом, у нее начали гнить почки. Понимаете, она действительно стала... Я это знаю, потому что есть у нас общие знакомые. Я это знаю, дорогие люди. Поэтому те люди, которые вот этой хренью занимаются, это вам не показывают. Они из-за чего такие злые, озлобленные? Если бы им было хорошо, разве они были бы такие озлобленные? Они от своего бессилия. Если бы вы слышали их голосовые сообщения, я как-нибудь это сниму, просто не хочу слишком много времени. Если бы вы слышали, бумеранг тут ни при чем, это я сделал. Если бы вы слышали их голосовые сообщения, как они друг друга успокаивают, да не бойся, она же говорит, что она особо-то чихать хотела на нас, не переживай, ну не будет же она сейчас из-за нас ходить делать. Вы не представляете, как это смешно. Люди боятся, вот знаете, как говорят, не трогай и убьет, да, все равно палец тянет, а я попробую, а вдруг пронесет, ну это дебилизм полнейший. Люди, у них... Дети болеют, они болеют, денег нету, дома ругань, убивают друг друга, и опять приходят и трогают. Но я понимаю одну вещь, из-за чего это происходит. Это происходит, во-первых, для того, чтобы меня усилить и научить меня быть сильной и делать порчи такие, чтобы им просто долбануло, да? То есть меня тренируют этим всем. Второй момент, когда ты наводишь безумие на этих дураков, они действительно обезумеваются, они тупеют настолько, что их мозг вообще отключается. То есть их мозг даже не понимает, что надо бы извиниться, остановиться, вообще тормознуться. Как видите, они идут к пропасти. Вот что выиграл товарищ Виктан, пригласив эту говногруппу к себе? Скажите мне честно, кто после этого человека будет уважать? Женщины терки, пишут гадости, указывают на ее физические недостатки, значит, требует там материальное благо показывать. Кто будет этого человека считать за мужика
И кто будет его теперь уважать? Он своими руками загубил свою карьеру, свою жизнь. Почему? Потому что люди, которые зайдут на этот форум, вот это все говно, когда прочитают, вы понимаете, вот когда они все это прочитают, вы не представляете, каким будет омерзительно. Народ, я почему не допускаю у меня в форуме вот эту гадость? Даже если я про кого-то снимаю, да, вот очень четко и культурно ставлю их на место, и все. Но я никогда не допускаю в форуме какую-то грязь, дураки, дебилы, идиоты и прочие-прочие слова. Я не допускаю, потому что я не хочу, чтобы мой форум превратился в дешевый базар. Чтобы люди заходили туда и не хотели там даже как бы двух слов, да, прочитать. Нельзя этого делать. Он глупо себя повел. В говногруппу бегут за защитой слабые люди. Очень слабые люди. А сексом делает чистки. Молодец он. У нас один мужик приезжал в Москву, его арестовали. Оказывается, он, извиняюсь за выражение, одним местом чистил. Говорил, что у женщин там поселяется некто, и надо одним своим местом это прочистить. И сверху еще там $1000 брал. Да, у него все помешано что-то на сексе, один секс везде. Да кумиром пусть они будут где хотят, дорогие люди. Дело в том, что он сам себя позорит этим, больше никак. Он сам себя опозорил. Я рада, что он пошел в эту говногруппку. Я только рада. Да, Распутин тоже так чистил всех, это точно. Вот, святой, святой нашелся. Так что, дорогие друзья, на этом закругляемся, заканчиваем, благодарим те силы и духи, которые мы попрошали, и они пришли. Виктория, духи не могут всем ответить. Они-то могут ответить, только я не смогу. Нет, если Вайбер или WhatsApp. Почту я очень редко захожу, Наталья. Вот, есть такая чистка Мадины. Тут пару человек посадили за такую чистку, так что есть, она имеет место быть. Только просто пока существуют на земле дуры, их будут чистить пенисом. Извините, конечно, за выражение, но по-другому. Но они так и говорят, что у них там это чудотворно, а у женщин там, оказывается, духи поселились. Какой кошмар. Вот. Да, кто-то жопой чистит, кто-то другим местом. У всех как-то это место очень... Или они выше этого уже и не думают, наверное, там зациклились. Кто-то там этого вызывал жнеца и говорил, что Инга-то так не может. Конечно, не может. Я же не клиент психушки, чтобы жнецов каких-то вызывать и записывать не знаю, на камеру какую-то хрень собачью, там свистит. Видите, это жнец там со мной разговаривает. Ну, конечно, жнецы одни вокруг ходят. Духи разговаривают через ведьму таким образом, что человеческая психика это выдерживала. Вы понимаете? Если духи будут разговаривать через какие-то не знаю что, то человеческая психика не выдержит. Но, впрочем, я про это скажу, наверное, завтра, если я смогу, если у меня будет силы, я днем сделаю объявление и завтра подетально вам все это скажу. Но тему называть не буду, поскольку писуй с камеры бежит туда-сюда, да, я всегда с собой беру видео, камеру, это про него. Поэтому как-то его это 100-летняя камера, он, наверное, на эту камеру еще динозавра снимал в свое время, в юрский период. Он же великий Майк, ему деньги не нужны, поэтому да, вот. Поэтому я лучше как бы перед этим скажу, ну мало ли всякое бывает. Бывает, что устаешь, там объявляешь, да, в прямом эфире, мало, всякое бывает. Не успела ли что, и вот чтобы они там радостно прыгали до потолка, что ура, Инга сегодня не смогла прийти и так далее. Когда я сказала, что слили ведьмину избу, я снимала прямой эфир, ездила в такси, сидела, сколько гадостей понаписали. Да чтоб ты в аварию попала и прочее, прочее. Такие люди не понимают, что говорить ведьме такие слова, это все равно, что себе подключить, знаете, этот мешок яда и потихоньку лежать, кайфовать. Это идиотизм. Мне такое пожелать, это все равно, что себе говорить. Знаете, как индусы говорят, если твой один палец показывает на человека, то 4 пальца, то есть 3 пальца показывают на тебя. Поэтому желаешь мне, получишь себе на бошку. Вот, собственно говоря. Итак, дорогие друзья, будет желание, попросите у наших супермагуев,
ясновидение. Больше ничего не хочу. Не надо там чистки, не надо отзывы, не надо действительно реальные отзывы людей и прочее, прочее. Только ясновидение. Они столько дерьма вылили на меня, столько всякого написали, столько хрени поснимали. Вон Писуй даже какого-то алкаша притащил, который 1 000 000 мне дал. Вот. Я что-то этот 1 000 000 ищу уже третий день, не могу понять, куда я ее положил, этот 1 000 000, не пойму. Этот, Мишаня, ты 1 000 000, когда мне передавал, куда я положил, не помнишь? В какую сумку? А то я все перерыла, блин, этот 1 000 000 никак не найду. А так хотела пойти по шопингам. Ну, найду, может быть. Миша мне напишет, где 1 000 000 положил мне. На стол или под стол, непонятно. Смешно это все и дебилизм. Ну да, я же всем плачу, как же. Так вот, люди дорогие, будет желание, можете просто у этих людей спросить и попросить. Вот прям идти скопом и сказать, требуем, там с этими плакатами, митинг, знаете, требуем ясновидения. И посмотрите, как далеко они вас пошлют. Они скажут, что это не обязательно, что вообще ясновидением занимаются только мошенники, нормальные магуи должны говорить о реинкарнации, о полете души, и вообще нормальные магуи должны тявкать и сидеть в говногруппах. А вот ясновидение это так себе. Это низкие вибрации вибрируют у них в башке. Да. Всем удачи, всех благ. Рада, что вам стало лучше, что я вам подняла настроение, и у меня настроение поднялось, дорогие друзья. Но я бы попросила под роликом все-таки написать люди, которые... Ваши впечатления, собственно говоря. Нам это интересно, нужно. Перечитаем, посмотрим, сопоставим и прочее, прочее. А что касается всего остального, ну, со временем расскажем и об остальном в том числе. Если завтра у меня будет сил, я завтра еще сниму прямой эфир. Все, всем удачи и всех благ.